getting stronger every day. Пережив немало событий, мы отправились на поиски друзей с помощью рации. По пути к источнику сигнала мы успели даже покататься на ледяных горках и открыли проход к горячему источнику, а также навестили старого нашего знакомого парашютиста. Источник сигнала привел нас к пещере, однако она охранялась волками, поэтому я решил создать немножко шума с помощью снежка. И когда путь был свободен, я отправился в пещеру. Пещера оказалась логовом волков, поэтому я уже сомневаюсь, что смогу найти здесь кого-то. Но все же надо осмотреться, пока они спят. В задней части пещеры, где не было волков, я нашел немало полезного лута. Однако самой лучшей находкой оказался факел, с помощью которого я мог отгонять волков. На выходе из пещеры я увидел силуэт одного из своих друзей, Майка, однако он скрылся, как будто бы его и не было. Я выскочил из пещеры прямо за ним и осмотрелся в разные стороны, но от него не было вообще ни следа. А так как моего героя мучила жажда, я решил попить воды. Однако она оказалась грязной, и я получил дебаф «Паразиты». Из-за того, что я промок, я начал очень быстро замерзать. А из-за того, что жажда спустила мои хп практически к нулю, мне нужно было очень быстро добраться до убежища. А в моем инвентаре не было абсолютно ничего, что могло бы избавить меня от паразитов. К счастью, мне удалось добраться до убежища быстрее, чем холод убил меня. Отправив свою одежду сушиться, я лег поспать. Но мой сон был прерван страшными звуками, доносившимися снаружи от моего убежища. Хотя больше всего меня смущал вот этот парень. Немножечко перекусив, я скрафтил себе бандаж, пропитанный алкоголем, чтобы поднять свои хп. Правда, материалов хватило только на один, поэтому хп восстановил не полностью. Решил попробовать избавиться от паразитов с помощью алкоголя. Попытка, как видите, была неудачной. Еще раз внимательно пересмотрел свой инвентарь, чтобы поискать что-то, что поможет от паразитов, но снова ничего не нашел. Собрался уже пойти искать место для костра, но вспомнил, что совсем забыл одеть штаны. Надев штаны, увидел в меню вкладку статуса и решил ее проверить. Здесь же нашел данные о своем дебафе. Оказывается, паразиты ускоряют уменьшение шкалы голода, и вылечить их можно с помощью травяного чая. Вот только я не знаю, где найти эту лечебную траву для травяного чая. Поэтому я отправился осматривать окрестности. Нашел толчок и вспомнил, что за эти несколько дней, что я здесь, я ни разу не ходил в туалет. Рядом с толчком нашел сундук, взял из него фасоль, гвозди и металлолом. А еще нашел дикий картофель и понял, что нахожусь в лесу в Беларуси. Может, если удастся сделать драники, кто-то придет на запах и спасет меня? Также нашел станцию модернизации дрезины, а рядом с ней немного ресурсов. Станцию пока что нельзя использовать, но скорее всего в будущем у меня будет резина, и я смогу ее здесь улучшать. Вернулся в убежище, чтобы приготовить еды и немножечко перекусить. После этого я вспомнил, что я набрал во флягу той самой грязной воды, из-за которой у меня паразиты, и решил вылить ее и найти новую. Я помнил, что видел небольшой водоем недалеко от станции модификации дрезины. Хотя, как оказалось потом, у меня прямо перед выходом из дома течет речка. Набрав по флягу чистенькой воды, я отправился дальше исследовать окрестности. И нашел такое вот местечко с импровизированным столом из ящика и стулом из ведра. Здесь лежали самогон, сигареты и парочку баночек с консервами. Думаю, здесь просто кто-то решил почилить. После, пробежавшись по полянке и собрав с нее иван-чай, я нашел вот такое вот интересное местечко. Кто-то явно разбивал здесь лагерь, но судя по тому, что все уже покрылось снегом, это было давненько. Ведь за те дни, что мы здесь, снег ни разу не шел. Собрав все, что может мне пригодиться, я отправился обратно в убежище и лег отдохнуть. Проснувшись утром, я обнаружил, что на полу у меня валяется ключ. Это был ключ от подвала моего убежища. И как он там оказался, я просто не представляю. В подвале мы нашли пару полезных вещичек. Среди них ступка с пестиком, где я мог измельчать соль и создавать клей из древесного сока. Старую карту, где отмечено то место, где я буквально недавно набирал себе чистую воду. Лопату из мягкого дерева, деревянную ловушку для ловли животных, запасной топор и самодельные копья. Экипировав держатель для копий и вооружившись копьями, я теперь был готов к встрече с хищниками. Вернулся в укрытие, разжег костер и разогрел в себе немножко еды. Надо бы уже что-то делать с этими паразитами, а иначе я скоро останусь совсем без еды. Решил попробовать поставить ловушку, надо же как-то добыть себе мясо.
Пока возвращался в убежище, на меня напал волк. Я решил принять бой, ведь я теперь вооружен. Вали Грей 1, волки 0. Несмотря на то, что лутбокс был пустой, я смог забрать из него кости и обрезки сырого мяса. Игра прям на уровне. Обнаружил, что возле моего дома есть огород. Оказывается, он был здесь все это время, я его не замечал. И если бы не это сражение с волком, наверное, и не заметил бы. Да, конечно, возделывать замерзшую землю я не могу. Однако здесь время от времени будут появляться дикие овощи. Решил наконец-то отправиться искать место для костра и обнаружил ту самую речку прямо возле моего дома, о которой говорил ранее. Как много всего полезного находится прямо возле моего дома, а я этого не замечаю. Отыскал место для костра и начал потихоньку собирать необходимые ресурсы. Большую часть ресурсов нашел неподалеку, а также наконец-то нашел лекарственную траву. Теперь наконец-то смогу избавиться от паразитов, как только доберусь до дома. Вернувшись в убежище, я изменил маркер дома, чтобы его было проще найти. И приготовил себе волчьего мяса, чтобы поесть. Сбегал к реке возле дома, чтобы пополнить запасы воды. И отправился в подвал разрушенного дома, чтобы забрать кастрюлю, которую мы видели в прошлой части. А по пути возле горячего источника собрал соли и грибов чаги. Тут же нашел сундук с припасами, и после того, как забрал их себе в инвентарь, понял, что у меня перевес. Поэтому пришлось вернуться домой и разгрузиться. Решив отложить поход за кастрюлей, я решил проверить место, которое было указано на карте. Той самой, которую мы нашли в подвале нашей хижины. Там оказался зарыт сундук, в котором было средство от пневмонии, сигареты, монеты, новый нож для снятия шкур и шкура кролика. Жаль, не было лекарства от паразитов, оно бы мне пригодилось. После этого я снова решил сходить в тот подвал за кастрюлей, но наткнулся на двух волков. После недолгого сражения понял, что два волка — это выше моих сил, и решил сбежать. Скрафтив немного бинтов и перемотав свои раны, я уже в третий раз пошел за кастрюлей. Встретил одного из своих старых друзей и решил помешать его трапезе. Что, в одиночку ты уже не такой крутой, да? Облутав волка и недоеденного оленя, я добрался-таки до того самого подвала, где видел кастрюлю. Забрав себе это бесценное сокровище, я вернулся в свою хижину и сразу же приготовил себе травяной чай. Наконец-то с паразитами покончено, теперь голод не будет меня так сильно донимать. Теперь можно отправляться и добывать материалы для костра. Решил поставить капкан рядом с тем местом, где я развожу костер, так как я видел здесь кроликов. И также в качестве наживки положил туда морковку. Загрузил в костер то, что мне удалось добыть, и отправился добывать оставшиеся материалы. Пока бегал по окрестностям, нашел вот такие вот ворота. Но открыть у меня их, конечно же, не получилось. Возможно, я смогу попасть туда позже, либо там уже конец игрового мира. А также нашел вот такую вот разрушенную телегу с сундуком, закрытым на замок. Вскрыв замок, забрал все, что мне необходимо, и пошел дальше. Проверил ловушку возле костра, и туда действительно попался кролик. Доложил оставшиеся материалы в костер и поджег его. А помог ли костер мне найти моих друзей, вы узнаете в следующей части.